Привет! Я Сабит Кулманов, и я хочу показать вам, как это круто путешествовать по нашей огромной родине. И сегодня вы увидите одно из живописных мест Казахстана. Золотое кольцо Алматинской области. Это не анонс концерта Надежды Кадышевой. Это про незабываемое путешествие. Чырынский каньон, озеро Кольсай, озеро Каинды, горы Актау, горы Катутау, поющий бархан. На самом деле, это минимальный набор достопримечательностей. Я бы сказал народный, любительский. Тем более, после укладки хорошей асфальтированной дороги, до каждой из локаций, с отличной навигацией с любого смартфона, доехать – милое дело. Название «Золотое кольцо» происходит из-за расположения туристических объектов. А золотое оно, потому что каждый объект уникальный. Вы можете посещать эти объекты как по одному, так и все сразу. Все зависит от вашего свободного времени и желания. Однако посещение одного объекта займет у вас целый день, и большую его часть – дорога. Чтобы максимально прочувствовать эти места, нужно приехать как минимум 4 раза по разу в сезон. Алматинская область очень большая. Объехать ее все равно, что проехать, к примеру, всю Южную Корею 2 раза. Поэтому, если вы захотите посетить Золотое кольцо за раз, то вам придется выделить как минимум 4 дня. Да, это будет галопом по Европам, крайне быстро, но тем не менее живописно и очень красиво. Отправиться вы можете как на своем транспорте, так и с помощью услуг турагентств. Я вам советую попробовать джип-тур. Если вы едете из Алматы, то ваш путь пройдет через поселок Байсиит. Поселок, где есть все для удовлетворения ваших минимальных потребностей, где приятно остановиться. Мы вновь в долине замков. Это первый и самый популярный объект. Хоть и каньон огромный, большинство едет именно сюда. Деньги за вход берут не зря. Здесь построена минимальная инфраструктура, и тут действительно чисто. Каньон отлично просматривается со смотровых площадок, но чтобы лучше прочувствовать его, нужно спуститься в ущелье и пройтись до реки. По словам гидов, некоторые камни напоминают силуэты зверей. Но мне кажется, что смотрители парка помогают камням выглядеть как звери. Дальше нужно ехать на высокогорные озера Каинды и Кольсай. Невозможно говорить про Кольсай и Каинды, не упомянув о поселке Саты. Это прямо неразрывная связка. Кольсай, Каинды, Саты. За последние годы из-за небывалого притока туристов видно, как бурно развивается поселок. Здесь что не дом, так гостевой. На выходных здесь яблоку негде упасть, поэтому бронировать места для ночлега надо заранее. В поселке можно легко встретить иностранных туристов. И, наверное, кроме меня, это больше никого не удивляет. Здесь полно разных животных, но я не увидел ни одной кошки. Для этого я дважды обошел поселок, благо он небольшой. От местного жителя я узнал, что раньше поселок назывался Коты. Здесь в каждом доме было по 2 кошки, но потом местные внезапно полюбили собак, а кошки обиделись и ушли. Он, конечно же, пошутил, но по мне действительно странно, что кошек нет. От Сатов, если так можно склонять название поселка, доехать до первого озера Кольсай не составит труда. Дорога уложена идеальным асфальтом. По желанию, можно совершить трекинг на второе озеро и даже на третье, но многие ограничиваются походом до пирса. Дорога на озеро Каинды более сложная. Это 17 километров бездорожья, плюс нельзя подъехать к берегу. Но вид самого озера поражает до глубины души. Оно и понятно. Ведь озеро с торчащими из воды ровными стволами елей является единственным в мире. Люди со всего мира стремятся приехать сюда, хоть на часок, чтобы своими глазами взглянуть на озеро вживую. Чунжа. Обязательно посетите горячие источники в Чунже. Здесь много разных зон отдыха на любой карман и вкус. Но ощущения от пребывания в горячей воде на открытом воздухе одинаково незабываемые.
Въезжая в национальный парк Алтын-Эмель, вы проедете через поселок Баши. Возникает ощущение дежавю. Вроде я в Баши, но очень похоже на Саты. С той разницей, что большинство мужчин села Баши – инспектора национального парка, а в Сатах в основном все работают на себя. В Алтын-Эмеле вас ждут 4 уникальных объекта. 700-летняя ива, поющий бархан, горы Актау, горы Катутау. Если сильно постараться и не жалеть машину на бездорожье, то можно посетить все за один день. Вы увидите все и ничего. Так вы увидите горы Актау в спешке. А так вы можете увидеть, если уделите время прогулке. То же самое с поющим барханом. Тяжело идти по песку, но вид, открывающийся сверху, того стоит. Хоть и говорят, что бархан имеет форму полумесяца, мне он напоминает рыбку. К сожалению, я приехал не в сезон. Поющий бархан – это не только чудо Казахстана. Он входит в шорт-лист 7 новых чудес природы. Говорят, что ходьба людей по гребню вредит бархану, может привести к разрушению и потере его фирменной формы. Но этот миф разрушил сильный ветер, который не оставил и следа от пребывания туристов. По словам ученых, возраст гор Актау достигает 400 миллионов лет. Когда ты стоишь здесь, то не покидает ощущение, будто ты находишься на другой планете. Пейзажи гор Актау невероятные, просто фантастические. Если на 700-летнюю иву можно уделить час, то бархан, горы Актау и Катутау требуют тщательного изучения. Как ни странно, для многих горы Актау – это не цепь высоких гор, а всего лишь вот эта единственная гора, виднеющаяся со смотровой площадки. Куда бы вы ни пошли, вы увидите плюс-минус такой вид. Но судить по этому виду о всех горах Актау неправильно. Это как приехать в Алматы на вокзал, оглядеться и уехать, будто ты увидел весь мегаполис. Я много раз буду повторять, раз приехали, значит обязательно гуляйте, любуйтесь и наслаждайтесь всей красотой. Проезжая от Ивы в горы Актау, мне повстречалось стадо джейранов. Они пронеслись мимо меня так быстро, что я даже за камеру схватиться не успел. А дальше поднялся сильный ветер, и стайка больших орлов сидела на земле, пережидая непогоду. После гор Актау я поехал на Катутау. Мне говорили, что это вулканические горы. Я смотрел фотографии пород причудливых форм и хотел скорее там оказаться. Для любителей сделать фото и уехать, Катутау – идеальный вариант. Не надо ходить далеко. Вышел из машины и фотографируйся в свое удовольствие. А для меня, любителя трекинга, это немного не то. Попробую объяснить. Если в горах Актау за каждым поворотом или пригорком я встречал что-то новое, необычное, то в Катутау я шел долго и ландшафт практически не менялся. Однако по трассе со стороны Жаркента, в хвосте горной цепи Катутау, вас ждет приятный сюрприз. Тигровые горы. Посещение этих гор, предположительно, тоже необходимо оплачивать. Катутау относится к национальному парку Алтын-Эмель, хотя здесь нет никаких условий для этого. Поэтому поднимаемся на смотровую и наслаждаемся. Приезжаешь на Чарынский каньон и думаешь, что вот оно самое крутое место. Приезжаешь в Алтын-Эмель, и мнение уже меняется, так как ты стоишь перед непревзойденными Актаускими горами. Подходишь к Каинды и видишь восхитительное озеро, понимая, что его превосходство над другими достопримечательностями очевидно. Поэтому по мне было бы логично назвать не Золотое кольцо Алматинской области, а 7 ее чудес. В эти места я буду приезжать вновь и вновь. А ведь я назвал вам лишь малую часть того, что есть в Алматинской области. Список объектов Золотого кольца вы можете пополнять как угодно. Включите сюда соленое озеро Тусколь. В долине замков добавьте еще 6 каньонов. Деревянное озеро, тигровые горы, вечные ледники Баянкола и многое-многое другое. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в следующем выпуске я расскажу вам про каньоны Алматинской области.